Поговорим о 4 главных полезных качествах фисташек. Я знаю, что фисташка на самом деле не орех, а косточка плода. Но сегодня мы будем говорить о ней как об орехе, потому что так привычнее. У фисташек много плюсов, но выделим 4 основных. Первый. Среди всех орехов и семян в фисташках содержится самое низкое количество оксалатов. Больше всего оксалатов в миндале. Поэтому, если вы склонны к образованию камней в почках, к артриту или в целом к оксалатам, ешьте фисташки. Если у вас уже были камни в почках, фисташка — ваш орех. Второй плюс. В них очень много калия. Нам всегда нужен калий. Много калия. Большое количество фосфора. Если вы когда-либо слышали об АТФ, это энергетическая валюта организма, которая вырабатывается в митохондриях, расшифровывается как аденозин-трифосфат. Фосфор дает энергию. Цинк необходим для более чем 2-3 тысяч ферментов. Цинк очень важен. У меня есть куча роликов о нем. Кстати, давайте я оставлю ссылку внизу, если вы еще не видели моих роликов о цинке, рок-звезде среди микроэлементов. Он один из самых важных микроэлементов для организма. Витамин К1 помогает при обильных кровотечениях. В6 очень важен во многих биохимических реакциях. Также может помочь при отеках, особенно при беременности, когда есть проблема отечности. Он может помочь. В1 — один из моих любимых витаминов. Уменьшает тревожность, улучшает сон, убирает постоянный рой мыслей в голове, помогает от стресса и много чего еще. Также в фисташках есть фолат, который важен не только для формирующегося ребенка, чтобы предотвратить пороки развития, но и для взрослых, чтобы предотвратить разрывы в хромосомах, в ДНК. А также помогает восстанавливать ДНК, ведь при нехватке фолата в ней есть изъяны. Витамин Е. Витамин Е является важным антиоксидантом, но это не все. Он очень полезен для мышц, для гормонов, для желез внутренней секреции и кожи, так же как витамин С и хлорофилл, который делает растения зелеными. Поэтому фисташки зеленые. В них много хлорофилла. Хлорофилл — прекрасный лекарь, особенно для внутренней кожи. Например, при раздражении внутри пищевода, в кишечнике. Он очень важен. В центре молекулы хлорофилла — магний. Так что в фисташках много магния, который полезен для многих вещей. Не только от мышечных спазмов, стресса и для сна, но также для выработки энергии, поддержания сердечного ритма. Он один из ключевых электролитов. Третий плюс. Это хороший источник аминокислот и полезных жиров. Фисташки содержат альфа-липоевую кислоту, это омега-3 жирная кислота. Она преобразовывается в активные формы DHA и EPA. Но все же в фисташках много именно альфа-липоевой кислоты, прекурсора активной формы различных омега-3 жирных кислот. В них много и других жирных кислот, полезных для когнитивных функций, сердечно-сосудистой системы, иммунной системы и так далее. Также в них мало углеводов, что идеально для кето. Много жиров, мало углеводов, умеренно белка. И, наконец, антиоксиданты. Организм вырабатывает антиоксиданты. Также они поступают из рациона. Эти два источника создают сеть антиоксидантов, которая защищает организм от воздействия окружающей среды, то есть окисления и свободных радикалов, а также от свободных радикалов, создаваемых самим организмом в процессе обмена веществ. Антиоксиданты могут значительно уменьшить осложнения некоторых заболеваний, например, диабета, при котором создается много свободных радикалов, и воспалений в целом. Это важные соединения, польза от которых выходит за рамки витаминов и микроэлементов. Они содержат каротины, это провитамин А, токоферолы, входящие в состав витамина Е, и многое другое, что может помочь даже при дегенерации желтого пятна. Вот и все. Это были 4 основных плюса фисташек. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.